Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать ажурные перчатки. И для них я буду использовать пряжу Alize Comfort Socks. Также нам понадобится крючок 2 мм, 3 мм и иголка с большим ушком. Пряжа достаточно тонкая, поэтому вам советую тоже не брать слишком толстую пряжу. Вязать мы будем снизу вверх. И для начала нам нужно будет набрать воздушные петли. Основное полотно я буду вязать крючком 2 мм, но для набора воздушных петель возьму крючок 3 мм, то есть чуть побольше, так как само полотно тянется, но сама цепочка из воздушных петель тянется очень плохо. Поэтому берем крючок побольше. Берем нить и располагаем ее следующим образом. Далее крючок 3 мм заводим под нить и проворачиваем. Теперь, придерживая перекрестие, будем набирать воздушные петли. Для этого заводим крючок за рабочую нить и вытягиваем из петли на крючке. И повторяем. Заводим крючок за нить, вытягиваем через петлю на крючке. И так повторяем, пока не будет 40 воздушных петель, поэтому не забываем считать. У нас уже третья. И я набираю 40 воздушных петель, но у вас может быть другое количество. Главное, чтобы это количество петель было кратно 5. То есть делилось нацело на 5. И также воздушные петли сильно не затягиваем. Набираю их достаточно свободно, но плюс-минус равномерно. Если у вас другая пряжа, то определить количество петель воздушных начальных можно следующим образом. Вот эта косичка должна быть равна обхвату вот этих косточек. То есть мы прикладываем и смотрим, подходит. Также, если пряжа не совсем хорошо тянется, то можно добавить несколько сантиметров. Я же набрала 40 петель и беру уже крючок 2 мм. Теперь эту цепочку нам нужно соединить в круг. Лицевая сторона у нас выглядит как косичка, а с изнаночной немного другой рисунок. Теперь делаю круг из этой цепочки и завожу крючок в первую петлю. При этом смотрю, чтобы нигде не было перекрутов. Далее из этих двух петель у меня вот рабочая нить, вытягиваю нить от клубка, протягиваю через 2 петли. Дальше у нас будет ряд из столбиков с одним накидом. И в начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема. Первая, вторая, третья. Столбики с одним накидом провязываем таким образом. Делаем накид, для этого заводим крючок за нить. После чего за следующую воздушную петлю заводим крючок. Вытягиваем рабочую нить. На крючке у нас должно получиться 3 петли. Мы сначала провязываем 2, для этого заводим крючок за нить и проходимся через 2 петли. Дальше еще за 2. Повторяем. Накид. Заводим крючок за следующую воздушную петлю. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 3 петли. Провязываем сначала 2. Дальше еще 2. Повторяем по всей цепочке. Все, довязала до самой последней воздушной петли.
У нас сейчас должно получиться 39 столбиков. Вот их можно посчитать: первый, второй, третий, 39 и 3 воздушные петли подъема. Их мы также считаем за один столбик, поэтому всего у нас получается их 40. Теперь вот этот ряд примеряем. Получается ли нам на руку надеть? Потому что если вдруг не получается, то можно набрать большее количество петель и то же самое повторить, так как многое здесь зависит от пряжи и насколько она растягивается. Теперь завершаем ряд мы соединительным столбиком. Находим третью воздушную петлю подъема. Считаем: первая, вторая, третья. Заводим крючок в третью воздушную петлю и теперь вытягиваем нить, протягивая через 2 петли на крючке. Все, теперь будем приступать к вот этому узору. Здесь в самом начале набираем 4 воздушные петли подъема. Первая, вторая, третья, четвертая. И узор у нас будет состоять из столбиков с 2 накидами. Для этого нам нужно сделать накид и еще раз обернуть крючок. Заводим дальше крючок вот сюда, где у нас была воздушная петля. Вытягиваем рабочую нить, и на крючке должно получиться 4 петли. Провязываем сначала 2, еще 2 и последние 2. Делаем 2 накида, первый, второй, и отсчитываем 5 столбиков. Как считаем? Вот первый, второй, третий, четвертый, и в 5 заводим крючок за обе стенки. Вытягиваем рабочую нить и опять провязываем столбик с 2 накидами. Сначала 2 петли, еще 2 и заключительный раз 2. Сюда же нам нужно еще провязать один столбик с 2 накидами. Дальше набрать 2 воздушные петли, первая, вторая, и сделать еще 2 столбика с 2 накидами в это же отверстие. И заключительный сюда же. Получается, наш узор состоит из 2 столбиков с 2 накидами, 2 воздушные петли и 2 столбика с 2 накидами. Теперь повторяем этот же элемент. Делаем 2 накида, пропускаем 4 столбика, первый, второй, третий, четвертый, и за 5 провязываем. Опять 2 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли и 2 столбика с 2 накидами. И сейчас вяжу так до конца ряда. У нас здесь с вами останется промежуток. Для 40 воздушных петель у нас получается 7 возвышенностей целых и половинка. Последняя возвышенность у нас разделена началом и концом ряда. И после того, как последний элемент провязан, у нас остается 4 столбика и дальше петли подъема. И конец ряда провязываем таким образом. 2 накида делаем, заводим крючок вот сюда, где у нас уже был провязан столбик с 2 накидами. И провязываем также столбик с 2 накидами. И еще один столбик с 2 накидами в это же отверстие.
После чего 1 воздушная петля, и нам нужно соединить начало и конец ряда. Здесь мы находим 4-ю воздушную петлю подъема, 1, 2, 3, 4, заводим крючок и делаем соединительный столбик. Во втором ряду опять набираем 4 воздушные петли подъема. Делаем 1 столбик с 2 накидами вот сюда, где у нас был провязан соединительный столбик. Дальше мы будем провязывать такие же последовательности, как вязали ранее. Делаем 2 накида, но крючок заводим уже не как до этого в 5-й столбик, а вот в эти отверстия. Там, где у нас 2 воздушные петли. Внутрь заводим и провязываем. Столбик с 2 накидами. Еще 1 столбик с 2 накидами. 2 воздушные петли. И еще 2 столбика с 2 накидами. Дальше опять 2 накида набираем, находим следующее отверстие. То есть вот это пропускаем, а вяжем там, где у нас воздушные петли. Две воздушные петли и еще 2 столбика с 2 накидами. Продолжаем до конца ряда. И второй ряд завершим практически так же, как и первый. Делаем 2 накида, но заводим крючок вот сюда, вот в это отверстие. Провязываем 2 столбика с 2 накидами. Одну воздушную петлю и делаем соединительный столбик в 4-ю воздушную петлю. Дальше опять 4 воздушные петли подъема, столбик с 2 накидами и последовательности также вот в эти отверстия. Так вяжу 8 рядов именно узора. 8 рядов провязала, и в 9 ряду мы с вами будем делать отверстия для пальца. Сейчас вы можете провязать и больше рядов. Примеряем и смотрим, чтобы у нас сама перчатка доходила до места, где должно располагаться отверстие для пальца. 9 ряд начинаем как обычно. Здесь нам нужно будет в конце вот этот элемент не довязать. Также набираю 4 воздушные петли подъема и вяжу узор. Вяжу его до вот этого момента. Сюда провязываю последний элемент. Довязала. И у вас здесь отверстие может быть иным. Я смотрю, что мне этого пространства будет достаточно, чтобы у меня палец уместился. Если у вас пряжа другая, то вы можете наоборот, допустим, больше не довязать элементов. Теперь, чтобы у нас сформировалось вот здесь отверстие, нам нужно поверху, получается, набрать воздушные петли. А для того, чтобы определить количество воздушных петель, которые нужно набрать, мы считаем столбики от предыдущего ряда, которые мы с вами не довязали. Получается 1, 2, 3, 4 и 5 это вот серединка. 5, дальше 6, 7. Все. Дальше у нас все уже провязано, поэтому я набираю 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заводим крючок за 4-ю воздушную петлю
и делаем соединительный столбик. Теперь начинаем вязать как обычно. 4 воздушные петли подъема, столбик с 2 накидами и дальше вяжем до воздушных петель. Там покажу, как провязываем. Пока все так же по узору. Провязали, последний элемент довязан, делаю 2 накида и теперь отсчитываем. Первый столбик, второй, дальше по воздушным петлям. 3 петля, 4 и 5. Заводим крючок за одну стенку и провязываем опять нашу последовательность. 2 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли, 2 столбика с 2 накидами. Все это делаем в одно отверстие, то есть в одну воздушную петлю. Набираем 2 накида и теперь вяжем вот сюда, где у нас начало ряда. Также 2 столбика с 2 накидами. Воздушную петлю и соединяем начало-конец ряда. Теперь я провязываю еще 3 ряда узора. Вы также можете измерять и смотреть, сколько вам нужно. Провязали. Теперь будем делать вот такую оборку. Для этого набираем 4 воздушные петли в начале ряда. Делаем 2 накида. И вот сюда, вот в это отверстие, нам нужно провязать сейчас 3 столбика с 2 накидами. Первый, сюда же второй, и третий. Теперь заводим крючок вот в это отверстие, вытягиваем рабочую нить и делаем таким образом соединительный столбик. Вот эту петлю протягиваем через петлю на крючке. Дальше набираем 2 накида, находим следующее отверстие и сюда нам нужно провязать 7 столбиков с 2 накидами. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и заключительный 7 столбик. Дальше находим следующее отверстие и здесь делаем соединительный столбик, заводим крючок, вытягиваем рабочую нить и петлю полученную протягиваем через уже имеющуюся петлю на крючке. Дальше опять 2 накида и в следующую арку 7 столбиков с 2 накидами. И опять соединительный столбик. Повторяю так до конца ряда. Завершаю ряд. Делаю 2 накида. И теперь вот сюда, где мы с вами провязывали в начале, еще довязываем 3 столбика с 2 накидами. Третий. И делаю соединительный столбик в 4-ю воздушную петлю. Вытягиваем и обрезаем нить, оставляя небольшой кончик. Прячем нить в полотне. С остальными повторяем то же самое.
А на этом сегодня все. Вот такие перчатки у нас получились. Если ролик понравился, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Всем пока!